Бисмилляхир-рахманир-рахим. Приветствую, дорогие братья и сестры. Сегодня мы продолжаем цикл видеороликов, дающих общее представление о принципах работы современных технологий. В прошлых видеороликах мы с вами коротко коснулись одной из двух величайших милостей Творца, а это хранение информации, и изучили 3 техники хранения информации. Первая – это технология письменности. Другими словами, то, как сохранять информацию в виде буквенных символов. Второе, мы с вами изучили технику хранения информации в виде запечатленных на носителях изображений. И третье, изучили технику сохранения звуков на носителях. Сегодня же мы с вами изучим вторую из величайших милостей Всевышнего, а это возможность изъясняться, или другими словами, передача информации. Итак, коротко рассмотрим историю развития передачи информации. Она состоит из 3 этапов. На первом этапе люди передавали и делились информацией с помощью слов и жестов. Дальность передачи такого метода, конечно же, была не очень далекой, поэтому люди научились технологии передачи информации посредством сигналов, например, с помощью огня, дыма и так далее. На втором этапе люди передавали информацию посредством гонцов и голубей. И третий этап – это шаг новых технологий. Это тот самый этап, с которого мы наконец-то сможем параллельно начать изучать электричество, так как это этап телеграфов, принцип работы которых основан на законах электричества. Давайте рассмотрим, как пользовались первым телеграфом. В общем виде телеграф передавал по проводам письмо. Предположим, что в одном городе человек нажимал на включатель, а в другом городе человек записывал моменты и длительность нажатия включателя, исходя из длительности включения выключателя. И расшифровка велась на основе алфавита Морзе, или другими словами, они общались на языке Морзе, который они оба понимали. Сейчас объясню принцип работы телеграфа более подробнее, используя при этом простые слова. Для начала посмотрим на схему. Здесь мы можем видеть электрический источник. Другими словами, это батарея. Представим себе эту батарею в виде камеры, что внутри этой камеры есть 2 комнаты. В одной комнате сидят женщины, а в другой комнате сидят мужчины. Они обе хотят друг к другу, но между ними стоит стена, поэтому они не могут попасть друг к другу. Затем мы сделали для них дорогу из провода, чтобы мужчины могли поехать к женщинам по построенной дороге. По пути они видят раздвижной мост, или другими словами, это выключатель, который либо пропускает поток тока, либо отключает поток тока. Когда мост соединяется, мужчины продолжают ехать к женщинам по дороге, но по пути тока встречается катушка индуктивности. Или другими словами, находят мужчины огромный торговый центр. Все они начинают покупать дорогие гоночные машины и дальше едут к своим женщинам. Но вдруг большая активность мужчин притягивает других женщин через дорогу, и они пытаются перепрыгнуть и прижаться к мужчинам. Или другими словами, магнит начинает прижиматься к катушке индуктивности, так как срабатывает принцип реле. И вдруг мост вновь разрывается, или другими словами, выключатель выключился, и поток тока перестал поступать на катушку активности. Поэтому и женщины через дорогу пошли по своим делам. Другими словами, пружина обратно вытягивает магнит от катушки индуктивности. Кстати, в тот момент, когда магнит притягивается к катушке индуктивности, часть качели с шариком поднимается вверх и начинает наносить краску на ленту, намотанную в рулонные кассеты. И в зависимости от того, как долго нажимать на выключатель, тем длиннее и будут линии краски на ленте. И по данным длинам красок люди и разговаривали друг с другом на алфавите Морзе, или другими словами, на языке Морзе. Итак, подведем итог того, что мы узнали за этот урок. А это 3 вещи. Первое. Мы узнали про электричество на примере притяжения мужчин и женщин. Более того, практически все законы и принципы в этом мире работают на этом законе притяжения и уравновешивания.
созданными Богом. Например, электричество — это не что иное, как притяжение электронов к протонам. Второе, что мы узнали — принцип работы выключателя тока, который работает как раздвижной мост в нашей схеме. И третье, мы узнали про принцип работы катушки индуктивности.